В этом видео я расскажу о модных интерьерных решениях, которые многим нравятся и которые многие хотят применить себе в интерьер, но реализовав, жалеют об этом. При этом это не значит, что эти решения плохие и неприемлемы для всех. Нет, это как с кашемировым свитером. Ухаживать за ним придется чаще и носить аккуратнее, но вы все равно его покупаете, потому что он красивый и тактильно приятный. Многие мечтают об отдельной гардеробной, где они могут красиво развесить все свои платья, ровными рядами расставить на полочках туфли и сумочки. Но не всегда могут корректно рассчитать необходимое под нее пространство. В итоге в небольших спальнях, где можно было бы просто сделать шкаф Г-образной формы, очень часто выделяют стеной отдельную зону для гардеробной, уменьшая тем самым помещение спальни и получая неудобное угловое хранение, узкий подход к вещам и со временем захламленную кладовку вместо красивой и удобной гардеробной. В большинстве случаев в небольших спальнях лучше просто расположить шкафы по периметру и оставить в спальне воздух, а не городить лишнюю стену для гардеробной. То же самое касается системы открывания Push to Open, которая позволяет создавать чистые минималистичные интерьеры без лишнего визуального шума в виде мебельных ручек. Но со временем эти пуши некоторых выводят из благостного дзена. Ведь чтобы открыть шкаф, придется совершить 3 действия: нажать на дверцу, подцепить дверцу пальцем и потянуть на себя, а потом шлепнуть жирной лапкой сверху с нужной силой, с достаточной силой, чтобы пуш сжался, примагнитился и закрылся, но при этом не отчеканил назад. В некачественной фурнитуре ответная часть может отклеиваться, а сам механизм пуша периодически выходить из строя и требовать замены. А еще некоторые теряют аристократическую сдержанность, когда случайно опираются на дверцу шкафа, а она открывается в ответ и торчит, пока ее аккуратно не закроешь. Или push-to-open ящик, который бодается, когда ты случайно задеваешь его бедром. В общем, ощущение как от капкана, только наоборот. В качестве альтернативы на кухнях лучше использовать для верхних шкафов свес фасадов, за которые можно потянуть, чтобы открыть дверцу, а на нижних фасадах интегрированные ручки. Ну а на нижних шкафчиках и ящиках использовать качественные пуши, если вы точно знаете, что открывать их будете не часто, не грязными руками и не будете ставить их в проходных местах, где они могли бы случайно вас атаковать. Точнее, контратаковать. Применять у себя дизайнерские идеи также нужно осознанно, здраво расценивая все риски и количество удовольствия, которое вам это будет приносить. Многие мечтают, как они будут мыть посуду, глядя в окно, и хотят себе что-то такое. Эта мечта пришла к нам из американских интерьеров, где в огромных домах, на огромных кухнях с огромными окнами установлены гигантские раковины, которые, кстати, функционально устарели и предназначались для иных алгоритмов. Но чтобы реализовать это в рамках маленьких квартир, надо решить огромное множество проблем. Подвод воды, перенос радиатора из-под окна, выравнивание высот подоконника и столешницы, открывание окон и конфликт со смесителем. А еще бывает, когда все это решишь, потом очень сложно дотянуться до окна, чтобы его открыть. И туда еще прибавляются брызги от воды, которые летят на стекло, и которые придется очень часто вытирать, растягиваясь как кошка. А еще в большинстве современных квартир есть посудомойка, чего, кстати, не было ранее в ретро-американских интерьерах с большими раковинами у окна. Поэтому давняя мечта многих домохозяек мыть посуду, глядя в окно, теряет свою актуальность. Некоторые жалеют о барных стойках, которые изначально себе очень хотели и проектировали их в каких-то узких местах на кухнях с дефицитом пространства. А потом получилось так, что к ним очень тяжело подлезать. И в итоге барная стойка размещена так, что нужно постоянно втягивать живот, пробираясь к ней, или пододвигаться, давая кому-то другому пройти мимо. В общем, такой стойкой не пользуются вовсе, едят обычно за столом или на диване, и получается, что люди тратят деньги впустую и очень жалеют о принятом решении. Многие любят природу, растения и хотят себе сделать дом в эко-стиле, с трудом понимая, что это такое. Я об этом, кстати, снимала отдельный ролик. И очень часто ставят себе стабилизированный мох.
Но не все знают, что очень часто, примерно через года-два, он начинает потихоньку осыпаться, так как при работе радиаторов в помещении ему очень часто может не хватать влаги в воздухе. Существует, конечно, альтернатива – фитостена или настенная агроферма, но и на это решение я бы смотрела с подозрительным прищуром, потому что это подвод воды в жилое помещение, что в некоторых регионах юридически становится крайне спорным. Черная сантехника. Многие желали ее, чтобы успеть за трендами, но потом жалели, что ее установили. Если это недорогая сантехника с некачественным покрытием, которое легко может повредиться или отколоться, то она очень быстро потеряет приличный вид. Но это замечание будет справедливо не только для черной сантехники, поэтому здесь дело не в цвете. Но вот что относится к черному цвету, так это то, что он сам по себе довольно маркий, а если к этому добавится еще жесткая вода, на контрастной черной сантехнике белый налет становится очень сильно заметен. Но выход есть. Если вы хотите черную сантехнику, выбирайте ее у проверенных производителей, которые используют качественные материалы и покрытия. И предусматривайте систему фильтров с умягчителем на всю входящую воду. За это вам скажут спасибо не только смесители и стеклянные душевые перегородки, на которых больше не будет налета, но и стиральные и посудомоечные машины, на долговечность которых плохая вода также влияет. Диваны с низкой спинкой – это мечта многих любителей современных трендов. Они очень хорошо выглядят в интерьере и визуально облегчают пространство. Но они удобны не всем, так как некоторым может не хватать высоты спинки, чтобы комфортно на нее облокотиться. Иногда еще некоторые производители диванов спинку укорачивают, а вот сидушку не удлиняют. И получается, что и сидеть на таком неудобно, и прилечь на него не очень комфортно. И смотрится он с точки зрения пропорций ужасно. Поэтому надо обязательно посидеть и полежать на диване в салоне, если вы собираетесь на него не только смотреть. И относится это ко всем диванам, а если очень хочется именно диван с низкой спинкой, то выбирайте модели, к которым в комплекте идут большие подушки под спину. Обивка мягкой мебели тканью букле на острие моды и в тренде. Она прекрасно смотрится у блогеров на фото, и оттого ее многие хотят. Но если у вас дома есть кошка, кресло или диван в такой обивке станет для нее отличной когтеточкой. И чистить такую мебель нужно очень осторожно, потому что из-за лишнего трения на ткани могут оставаться зацепки. Очень многие мечтают об изолированном кабинете на лоджии и обустраивают там себе отдельное пространство. Многие хотят там сделать лаунж-зону для отдыха, курить кальян или установить барную стойку. Но после утепления, ремонта, после вложенных средств очень часто оказывается, что пользоваться такой узкой лоджией не очень приятно. Либо пробираться к стульям и диванам через нагроможденную тесноту неудобно. А еще может тяготить ощущение, что ты находишься где-то вне квартиры, на всеобщем обозрении соседей. Особенно, кстати, это касается новостроек с видом окна в окна. Знаю людей, которые в итоге не пользовались этими офисами на лоджиях, особенно если они были плохо спланированы. Многие, насмотревшись на итальянские пропорции, хотят себе низкую кровать. Однако многим с нее неудобно вставать и на нее неудобно ложиться, особенно высоким людям и людям в возрасте, а еще людям с проблемами в коленях. Очень часто покоряют наши сердца кровати подиумы со ступеньками и с различными выступами, но именно они-то и становятся предвестниками и причинами синяков в ногах. Так что если у кровати и можно допустить ступени или подиумы, то только мягкие, о которых не больно будет ударяться, либо вообще их минимизировать, особенно когда пространство дефицит. Многие готовы бороться за цельные фасады нижних шкафов кухни для чистоты линий и форм, а за фасадом уже скрыть двойные или тройные ящики, чтобы не добавлять гарнитуру лишних линий. Таким образом, чтобы добраться до столовых приборов, придется открыть сначала фасад, а затем выдвинуть ящик, то есть произвести в 2 раза больше действий, чем с простым ящиком. Это решение лично меня совершенно не раздражает, но оно не всем подходит, и я знаю, что есть некоторые люди, которых это двойное действие очень сильно раздражает.
И раздражает оно сильнее, чем лишняя линия на кухонном гарнитуре. Иногда очень логично с геометрической точки зрения подвести зеркало за раковину и на нем разместить смеситель, и прислонив их почти вплотную. Так проектируют многие дизайнеры и архитекторы, но так при высоком напоре воды и не очень аккуратном обращении зеркало рискует все время быть в каплях. Придется вытирать его буквально после каждого мытья рук. Тут, конечно, есть лайфхак. Можно использовать, например, антидождь для автомобильных стекол, который, к слову, используют и для душевых стеклянных перегородок, благодаря чему капли скатываются по стеклу, не задерживаясь, что несколько снимает тягость сожалений. Ну и, конечно, система фильтров с умягчителем, упомянутая мною ранее. Она также может помочь избежать образования налета даже при попадании капель на стекло. Некоторые хотят себе стеклянные фасады шкафов или целые гардеробные с прозрачными перегородками. Это смотрится легко, стильно, зрительно увеличивает помещение и поэтому встречается в современных интерьерах очень часто. Но не все осознают, что при таком решении все личные вещи могут быть на виду. Они зачастую все разных цветов, не всегда расположены в идеальном порядке, из-за чего наполнение шкафа часто выглядит неупорядоченно. Из этого можно сделать вывод. Вместо того, чтобы все выдерживать в идеальном порядке, лучше просто использовать закрытое хранение или затемненное стекло. В таком случае винегрет из вещей снаружи заметен не будет, особенно днем, потому что дневной свет будет попадать на стекло, и одна часть этого света будет проникать внутрь, благодаря чему не будет необходимости включать освещение внутри, а другая часть дневного света будет частично отражаться от поверхности стекла, образуя тем самым блики, из-за чего находящимся снаружи совсем не будет видно, что происходит внутри. По такому же принципу работает стеклянная стена в моей квартире, обзор который я показывала у себя на канале. Многие мечтают, как они поставят себе камин, будут рядом с ним медитативно сидеть уютными вечерами и попивать горячий чай. Многие его хотят, но потом включают или разжигают его всего пару раз в году для гостей. И на этом все. Все остальное время он просто занимает место и хозяев не радует. Но если его включают часто, конечно, он прекрасен. Поэтому подходите к этому решению осознанно. Я вот, например, очень люблю камины. Но самое главное сожаление абсолютного большинства ремонтирующихся – это ремонт без плана. Вот действительно, сделали и пожалели – это про ремонт без плана. В комментариях к моему видео про сожаление после ремонта это сожаление упоминали чаще всего. Ведь план помогает сэкономить не только и время, и финансы, но и самое главное – нервы. Поэтому, если вы не хотите сожалеть, то предварительно заказывайте разработку дизайн-проекта или хотя бы пройдите мои курсы по дизайну, ссылки на которые я оставлю в описании к видео, чтобы вы смогли осознанно подойти к предстоящему ремонту. Поддержите это видео лайком и подписывайтесь на канал. Вы знаете, кому отправить это видео. До новых встреч, всем дизайн!